Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Май 2025 года, Таро прогноз. Давайте узнаем, какие подсказки нам дадут карты. Астрологически же доброе время, доброе небо мая месяца. И месяц будет способствовать и нашей, как росту нашей стабильности, в котором гармонично могут переплетаться и конкретика дня сегодняшнего, и одновременно долгосрочные перспективы или долгосрочное видение. В целом можно это свести к постулату «посади семена или зерна того урожая, который ты хочешь получить в будущем». Давайте с вами узнаем, что же спешит именно в мае месяце в вашу жизнь, на ваш порог. Добрые события, которые состоятся в мае месяце, в чем будет подсказка карт, или как правда какая-то открывается данность, какие возможности к вам приходят, иными словами, в чем вы ресурсный. Но первая карта через позицию позитивной психологии давайте рассмотрим с вами такой вопрос, как добрые события, которые спешат в вашу жизнь. И будем добрее, милосерднее к самим себе. Понятно, что реалистами быть нужно, не расскажет нам личное, как личную историю, не передаст любой расклад или прогноз, но вот как правильно провзаимодействовать, мы можем что-то просчитать. Какая-то перезагрузка у вас явно. Предыдущий этап жизни закончен, и вам нужно словно научиться жить по-новому. Или принять во внимание того, что вокруг вас что-то меняется. Я не отрицаю, это всегда карта, любая тройка, это когда мы смотрим в будущее. Это какая-то история из прошлого, она уже, по сути дела, завершилась. Или нет смысла, только ориентироваться на прошлое. Вот эта перезагрузка, это имеется в виду как наши ресурсы, которые мы увеличиваем, или возможности. По части тройки пентаклей конкретно это мы смотрим в будущее и что-то изучаем. Или сдаем жизненный экзамен. Это карта напрямую экзамена. И нам здесь показан экзаменатор. Эта колода основана на древних итальянских картах, золотое таро, и сохранены как раз изображения, которые хотели передать когда-то карты много-много лет тому назад. И вот нам эти экзаменующиеся, кто-то что-то рисует или пишет, или готовится отвечать, а кто-то буквально творит, да, какие-то ресурсы. Вот вы можете что-то как завершать, с одной стороны, потому что как процесс обучения или вот тот жизненный опыт, который вы прошли, он, безусловно, вам помогает. Вы не совершаете уже каких-то ошибок. Но и было бы неправильным застрять в этом прошлом. Идти вперед придется. У кого-то это карта экзамена, буквально какие-то зачеты, экзамены, если вы где-то учились. Может быть получение сертификата, но вас уже карта эта первая ориентирует на будущее. И если вы ничего не изучали, может быть и стоит подумать, изучать языки или освоить для себя какой-то новый навык полезный. И он может быть самый разный, хотя бы даже на компьютере. И не важно, сколько вам лет. Прогресс идет вперед. И вот идти в ногу с прогрессом, мои дорогие. Итак, доброе событие, которое спешит в вашу жизнь. В чем вы думали, поставили точку, а оно к вам возвращается. Или то, что из прошлого вы будете продолжать сами. Я такое тоже могу допустить. Третья карта, что неожиданно откроется. Может быть, тайна какая-то, может быть, информация. Но это то, что вам нужно учитывать. И как знаки, подсказки высших сил, знаки судьбы, от чего вас останавливают словно, или на что нужно обратить внимание, чему сейчас не время, чтобы, где-то себе не навредить, чего опасаться. В чем вы наиболее ресурсны, в чем ваша сила? Тоже такой знак судьбы, подсказка высших сил. Итак, возьмем вторую колоду и рассмотрим карты по основным сферам жизни. И первая карта у нас будет обрисовывать ситуацию, сфера ваших достижений, честолюбивых планов. У кого-то это будет учебы касаться, у кого-то построения карьеры. Финансы, денежная энергия на май месяц.
И личная жизнь, май, весна, мои дорогие. Достанем 3 карты, рассмотрим несколько подробнее. И первое, это для тех, кто в паре. То есть, либо вы проживаете вместе, либо вы семья. Вторая карта, если вы один или одна. Третья карта, сложные отношения. И я, в принципе, могу допустить, что все эти 3 карты есть смысл посмотреть, потому что они могут, как и наша жизнь, наверное, она вот не всегда однозначная, да, и сложная ситуация, сложные отношения бывают, и когда мы даже в паре, или когда мы один, почему мы оказались в какой-то сложной ситуации. Ну, давайте будем смотреть. Что же доброе спешит в вашу жизнь? Ух, король мечей. Но это вообще-то вы сами. Или где-то ваши энергии, это ваши планы, важные согласования. Для кого-то из вас юридические согласования, может быть, контакты с юристами, адвокатами. У кого-то, может быть, и вопросы, которые решаются либо через суд, либо вы согласовываете через высоких чиновников. Может быть, документ нужно какой-то банально получить или оформить какое-то разрешение. Ну, у каждого по-своему. У кого-то визу получить. Это карта рационального человека, это карта эксперта. Да, если мы посмотрим на эту карту как на вот человека, то это проходят конкретно эксперты или специалисты в какой-то узкой области. Люди, работающие с металлом. У кого-то банально дома нужно делать ремонт, пригласить специалиста, который знает, как правильно, ну вот, совершить этот ремонт. Или это могут быть и врачи, когда, опять же, конкретика, когда мы хотим узнать о себе больше, обращаемся к врачам, проходим обследование, стоматология. Ну, вот это тоже все проходит. Или вы собираетесь открыть, может быть, бизнес или куда-то поехать, и вам тоже необходимы документы и как это правильно оформить. Ваша задумка, потому что король мечей – это тот, который именно что-то анализирует, каким образом лучше обустроить то или иное дело. Давайте посмотрим вторую карту. И в чем вы думали, поставили точку, а тут оно возьми да вернись. Десятка жезлов. Тут действительно какая-то многозадачность из прошлого, по крайней мере в мае она еще тянется. Может быть, это и жезлы, с одной стороны, дела, работа, бизнес, деньги. Значит, вот эти все вопросы, которые вы не успели закончить, и они касаются у кого-то дома, у кого-то переезда, у кого-то согласований. Все то, что я где-то говорила по первой карте. И не завершается, а еще продолжается в мае. Может быть, это и ваша кому-то помощь. Когда вы тоже тут, все-таки по этой карте идет усталость. Поэтому усталость, мои дорогие, если в конце апреля месяца или в апреле вы уже чувствовали накопившуюся усталость, то тогда эта карта в мае говорит, нет, тогда дальше дело не пойдет. Тебе нужно выбрать какой-то максимальный или свои приоритеты, если у вас действительно какая-то многозадачность, и для вас все важно. Но еще и найти время отдохнуть. Помните, уставшие люди делают ошибки. Но с одной стороны, карта еще нам может говорить, что у тебя как будто хватит сил выдержать и физическое, и нервное напряжение. Но, а надо ли? Надо ли заниматься тем делом, вопросом, если лавры получит кто-то другой? Или, мои дорогие весы, бывает и другая, самая банальная ситуация, когда вы из добрых побуждений кому-то хотите помочь. Дали обещание, и теперь словно вынуждены тянуть вот эту вязанку из жезлов. Тогда все же карта несет такой совет. Ты перепоручи кому-то. Когда мы больше делегируем ту работу или те банальные какие-то мероприятия, которые может выполнить кто-то другой. И это для вас высвобождает время для отдыха. Вот такая концепция. Настройтесь, мои дорогие. Что же неожиданно откроется? Выход из лабиринта. Вы, правда, будете заниматься каким-то делом, и у вас словно был до этого периода какой-то лабиринт, но в конечном итоге, как и многозадачность, это вы сможете свести к нулю. Или для кого-то вот эти 2 карты будут говорить, что вы стоите буквально, или сумеете осуществить задуманное. Но и с другой стороны, если была вот такая как зависимость от ваших обещаний, или вы включились в какой-то вопрос, то тогда вот этот лабиринт, он тоже заканчивается. Эта карта может говорить о том, что
правду какую-то можете узнать. Новость какая-то неожиданная у вас тоже может быть, мои дорогие весы. Но, значит, даже ту же новость вы перекладываете на какие-то практичные рельсы, и теперь какая-то перезагрузка у вас происходит. Потому что было прошлое, вот как та тройка монет, которая нам перевернулась в самом начале, теперь будет говорить о том, что да, не будет как прежде, потому что не будет лабиринта. Вот теперь вы уже точно понимаете, куда вам двигаться или чему вы будете уделять внимание. Проясняется какая-то сложная обстановка. Но в конечном итоге вы уже точно знаете, какие перспективы или вот это долгосрочное видение, на что нужно обращать внимание и куда этих сил направить чуточку больше. А где, может быть, кому-то сказать и нет. Вот я такое предполагаю. С чем вам нужно быть осторожным? Подсказки высших сил. Но я бы сказала, карта Иерофант – это наша система, система иерархии, и поэтому с кем-то не поспорить, вот конкретно. По Иерофанту мы договариваемся со всеми. Но, может быть, все то, что я говорила, в чем вы будете продолжать участие, а в чем нет. Быть внимательному, когда вы подписываете какие-то документы. Вы не должны попасть еще раз в просак, если был такой печальный опыт, подписав какие-то соглашения или ваши обязательства, а потом оставшись один на один с какой-то патовой ситуацией, когда, к примеру, подписали вы за кого-то поручительство, банально так, а человек брал кредит в банке. Человек исчез, испарился, а вы вынуждены выплачивать эту сумму. Но по части обязательств будьте внимательны. Вам нужно быть еще также внимательными, а у вас будет такое общение с сильными мира сего, либо с какими-то людьми, которые могут... Ну, я допускаю, что, конечно, не у всех, но все же меня смотрят и те люди, которые по разным причинам жизни вынуждены идти вот в эти самые инстанции или контактировать, может быть, с представителями власти, закона. И вот для вас именно ваша дипломатия вам будет помогать найти вот те самые ключи, которые вам необходимы для взаимодействия. И, может быть, какую-то даже информацию, мои дорогие весы, которую вы получаете, пусть из уст высокопоставленных лиц. Было бы не лишнее еще раз перепроверить. Или сходили к одному чиновнику, сходите еще к одному. То есть рассмотрите как-то вот то, что вы хотите осуществить, или то, что вам предлагают, или то, что вас просят сделать. Рассмотрите с нескольких сторон. Найдите какие-то или поищите какие-то подводные камни, рифы, или, ну вот те, может быть, грабли, которые мы можем найти через какой-то период времени. Себя обезопасить надо. И быть великим дипломатом. Но великим дипломатом вы и так великие дипломаты. Но все-таки вот с системой иерархии как-то нужно быть особо аккуратным. Как и, может быть, придется пройти, к примеру, не застрять в одном документе. Вы пришли, допустим, и у вас назначена какая-то встреча с важным человеком. И вы так долго ждали, имели уже какие-то надежды, что вот сейчас, вот именно в один день прояснится какой-то вопрос. А вам говорят, нет, а ты еще к этой бумаге 15 каких-то должен собрать. Понятно, наше негодование. Но тогда, поверьте, вам эта карта будет говорить. Весы, вы соберете быстрее какие-то 15-20 бумажек, нежели застрять в одном кабинете, потерять время или настроить против себя конкретного человека, чиновника, или какую-то особу, которая имеет рычаги влияния в своих руках. Будьте внимательны. Следующая карта, в чем вы наиболее ресурсны. Но вы правда, посмотрите, у вас туз мечей, туз жезлов. Тут и какая-то правда для вас или перспектива открывается. Возможность, это карта возможности, в чем вы ресурсны. И здесь вам придется что-то быстро передумывать. Или, ну, насколько быстро. Понятно, что проанализировать стоит, мы уже об этом говорили. Но вы не можете это отложить на потом. Вы не можете надеяться, что оно потом само разберется. Нет, ничего не разберется. Тут вам с чем-то, как высшие силы, вам еще и помогают. Завершить какую-то сложную, может быть, патовую ситуацию, или выйти из зависимых отношений, неважно, чего это касается, или эту многозадачность какую-то завершить, и что-то буквально, может быть, начинать с новым вдохновением
и с новыми возможностями, и с большим ресурсом, мои дорогие. Но здесь и когда мы сами не откладываем в долгий ящик какие-то дела, вопросы, а сразу проясняем, если нам что-то предложили, например, да, к чему это может привести, или мы сами, идея у нас в голове родилась, тогда тоже нужно на практику переложить. Здесь работа с информацией, но у вас это опять же получается, но с учетом туза, мечей, это и еще и выбор я могу допустить, который вам придется делать. Но в этом ваша ресурсность. Правда, какая-то перезагрузка? Посмотрите, нулевой аркан. И это хаос перед началом творения. И, кстати, очень Чаромаркетти прорисовал. Посмотрите, у нас как маг, волшебник даже выше, чем маг. Наш шут жонглирует всем зодиаком. Но хаос вокруг вас, он как будто присутствует. Поэтому разбираться вам с чем-то придется. Но вот эта перезагрузка в новое, она вам совершенно необходима. Может быть, даже планы мы или идеи оставляем прежние. Но каким образом, методы? Вот здесь, скорее всего, придется что-то корректировать. И знаете, ведь это тот жизненный драйв, который нас захватывает. Нам это нравится. Может быть, у кого-то это и по отношениям где-то проигрывается, по отношениям, к примеру, с какими-то важными ключевыми персонами по работе, или, может быть, по вашему бизнесу, или среди вас, мои дорогие, много творческих людей, вы ищете меценатов, и значит какая-то новая концепция меценатства, или вы можете найти нового человека. И я не могу сказать, что это вот будет легко сделать, но тем не менее вы сумеете как-то свой проект подать как-то по-новому. Вам нужно свое творчество подавать с какой-то новой позиции. И тогда этот вопрос вы решите тоже. Причем более даже продуктивно. Может быть, для кого-то и необходимо, правда, получать новые знания. Потому что пока словно хаос царит. Но он вот-вот закончится. Но и ресурсы, как я уже сказала, вы жонглируете всем зодиаком. Есть, безусловно, манипуляционный такой элемент в этой карте жонглирования, да, если мы говорим. Но, наверное, судьба вам не оставляет другого. И если не привязываться к словам, что такое дипломатия? По сути дела, это то же самое манипулирование. И для ваших каких-то планов, может быть, и придется устанавливать какие-то контакты даже с теми людьми, с которыми вы бы и не хотели устанавливать. Но на данный период времени вы пока не можете изменить какую-то ситуацию. И вы себя можете настроить на то, что хорошо. Вот пока я буду продолжать. И установите себе какие-то временные рамки. Допустим, пока не будет оформлен какой-то документ. Или пока я не проясню какой-то вопрос. Тогда вы словно пантера перед прыжком. Можете ждать какого-то подходящего случая, чтобы потом эту ситуацию даже переиграть. Я не знаю, каким образом тут переложите на ваши собственные планы, но вот именно такая позиция вам будет конкретно помогать. И еще спонтанность. И если вас куда-то зовут, рассматривайте все варианты. А для кого-то из вас по этой карте путешествие, поездка. Или вы можете передумать, переиграть. Собирались в одно место, а здесь вы поедете куда-то в другое. И это будет обусловлено тем, что для вас это как будто будет более полезно или более важно. Давайте посмотрим, что же концепция денег. Вы тут и в концепции денег тоже что-то можете менять. Тут действительно чему-то обучаться приходится. Может быть, как меняется финансовая структура и взаиморасчетов, или приходят какие-то новые сведения по части того, что сами взаиморасчеты как-то меняются, или что-то на более глобальном, общемировом уровне. Я такое могу себе предположить, потому что нулевой аркан и одновременно 20-й. Как будто с нуля пройти за месяц, май, или начать что-то и практически подвести к какому-то итогу финансовому. Какая-то тоже, опять же, перезагрузка, потому что то, что будет продолжено на июнь, оно уже будет в несколько другой концепции. Но это карта избавления от боли, избавления от страданий. Поэтому очень продуктивный месяц май для заработков вообще. Но и от вас он потребует быстрой адаптации. И, может быть,
Допустим, если вы имели два источника дохода, и приоритет был нацелен в прежний период на один какой-то источник, на один вид занятости, то здесь вы можете переиграть и ориентироваться на что-то новое, как будто жизнь, обстоятельства вас заставляют буквально перестроиться. Вы чувствуете, как есть в чем-то либо зыбкость, либо нестабильность. И вы захотите, и вы правильно очень видите все это. И тогда вы захотите себя как обезопасить. И есть смысл, верно, либо что-то новое начинать, или сделать первые шаги, потому что в последующем что-то будет меняться. По сути, 20-й аркан очень добрый аркан, когда мы действительно избавляемся от боли, от страданий. Но какая-то и перезагрузка, перемена. Вот вы можете ощущать, что май для меня какой-то очень судьбоносный месяц перемен. Вот такие энергии для вас, мои дорогие весы. Ладно, личная жизнь, давайте посмотрим. И для тех, кто в паре, это вот ваша пара, ваши планы, взаимодействие. Вас тогда партнер будет поддерживать. И поверьте, в вашей паре будут важны два вопроса. Первый – это как ваше творчество или, может быть, как ваши чувства, ваша эмпатия, ваша любовь, новые грани чувственности и материализм. И поэтому просто карта говорит, не путай одно с другим. Там, где вопросы касаются рациональных решений, не добавить туда эмоций и не сделать свою жизнь более путанной. И наоборот, в вопросах чувств не быть вот таким сухим прагматиком. Это тогда гарантирует, что жизнь играет новыми красками для тех, кто один или одна. Серьезные мысли о том, чтобы закончить, завершить свое одиночество. И здесь тоже, каким образом познакомиться. Или как расширить свой собственный горизонт таких возможных знакомств. И тогда по пажу Пентаклей ведь это всегда начало. Это может быть знакомство, понятно, это не для всех. Это для тех, кто сами предпринимают какие-то шаги. Но я могу предположить, что по пажу Пентаклей произойти такое знакомство через ваше обучение может. Может быть, вы онлайн или офлайн учитесь, но вы ведь расширяете ваши контакты, значит, приходят новые люди, и значит, с кем-то может зародиться дружба. Это не карта любви, это именно зарождение отношений. Или подумать, каким образом это может произойти. Но то, что мы чему-то учимся или выстраиваем, как-то пусть даже это будут, знаете, отношения с тем человеком, которого вы знали. Но не развивалась ваша история. Может быть, была какая-то дружба. А здесь будет проявлен какой-то интерес или с вашей стороны, или со стороны партнера. Но тогда это когда вы изучаете словно друг друга. Может быть, не хотите. Здесь ведь может судьба банально свести даже двух людей. У каждого есть свой печальный опыт. И тогда будет очень важно не отталкиваться от этой печали или от каких-то минусовых ситуаций в прошлом, а как раз построить что-то заново и по-новому. Ну вот подумайте, как вы можете переложить на вашу жизнь. И для тех, кто в сложных отношениях, императрица, мои дорогие, да вообще для вас, для всех, нет ничего невозможного. Да, и для императрицы нет сложных взаимоотношений. Безусловно, это дипломатия, безусловно, это ваша Венера. Она вам конкретно помогает. Для вас открываются возможности и помириться. Для вас открываются возможности и договориться, если это необходимо. Для вас открываются новые возможности творчества. Я по этой карте могу допустить, что кто-то именно уйдет в творчество. Именно потому что вы там, ну, есть какие-то интересные темы, цели, мотивы, и одновременно могут быть контакты какие-то интересные. Но все же для всех. Вы сейчас ресурсны, мои дорогие весы, поэтому и надейтесь сами на себя. Ведь императрица – это символ нового «я». Может быть, сменить имидж, кстати, карта может рекомендовать. Сломать как о себе какой-то шаблон. Подумайте, для кого-то это может свидетельствовать, ну, как подсказка, что и правда. То, как нас воспринимают люди, оно часто основывается на первом видении или первом знакомстве. И часто, когда мы ломаем шаблон путем того, что мы изменили имидж или какую-то деталь, это значит,
Восприятие нас, конкретного человека, оно ведь тоже уже меняется. И вот такие вопросы тоже. Или с этим может быть связано изменение партнера к вам. Или вы измените отношение к партнеру, и это я тоже допускаю. Но надейтесь на себя, это точно. Расставьте свои какие-то правильные приоритеты, мои дорогие весы. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.